Если мы будем часто выполнять однотипную нагрузку, организм будет просто плохо реагировать на нее. Мы будем постоянно разрушать, но не успевать строить. У меня обычно самая длительная тренировка, если нет гонок второстепенных, всегда там за 40 дней, потом чуть покороче, более интенсивная за 21, а последняя длительная. Время бежать назад. Вот так я убираю обычно палочки. Спасибо, спасибо. Все, теперь бодряком. Еще 20 минут будем ехать до леса. До какого леса? До чудесного леса. Каньон Гайнюк. Давай. Позвонили. Как дела? Все хорошо, у вас как? Сегодня работаем. Воскресенье и все закрыли. А. Только костюм работает. Ну хорошо, хоть тропы не закрыли. Туда побежим сегодня. Побежим туда, там прям тучки. Хорошо, 10, да? Ага, окей. Все, спасибо. Спасибо вам. Все, до свидания. Встретимся. Хорошо. Удачи. Спасибо. Всего 5 минут от отеля находится каньон Гайнюк, одно из наших любимых мест для тренировок. Мы очень часто раньше тренировались много в Турции, даже по 2 месяца жили. Здесь тяжело жить в хорошем отеле на берегу моря, и чтобы рядом были тропы. Они есть, но они не такие длинные, и приходится выезжать на такси. Ну, буквально 5-10 минут. И вот такая красота. Сейчас купим билетик. 2 евро он здесь стоит. Здравствуйте. 2 можно. В Турции везде обязательное ношение масок. И на самом деле, что очень сильно заметно, в России такого близко, конечно, все соблюдали. Здесь собачка живет постоянно. Таня ее зовут. Привет. Как дела? Сегодня у нас будет длительная тренировка. На самом деле в Турции, именно в районе Кемера, не так много мест, где мы любим делать длительные. И вот каньон Гайнюк, здесь 2 тропы. Одна направо, другая налево. Обе достаточно техничные. Также здесь вблизи, в районе Кемера, есть красивое шоссе горное, где за 30 километров туда-обратно можно 1000 метров набора высоты набрать. Мы любим там делать интервальные. Вот совсем недавно Катя там бегала 3 раза по 10 минут. Также и длительные, там в принципе классно бегать, но достаточно много ударной нагрузки. И, наверное, одна из наших любимых троп — это на гору Тахталы. Тоже достаточно техничная, в живописном лесу. 2 варианта на нее забежать: либо со стороны канатной дороги Олимпус,
наверх справа, справа стороны горы, либо с Бейчика. Ну, например, от отеля, где мы сейчас живем, туда ехать достаточно долго, в районе часа. И вот самое доступное место 5-7 минут и такой прекрасный красивый каньон. У нас сегодня, у меня длительная тренировка 3,5 часа, а у Кати 3 часа, но с включениями по 10-15 минут. В общем, поехали. Покажем всю красоту этих троп. Редкий случай, когда начинаем тренировку вместе, но это всего лишь 2 минуты. Да, совсем немножко втянуться, и потом уже каждый будет работать на своем пульсе. У нас всегда основной инструмент контроля — это пульс. И также иногда берем лактат. Очень редко мы бегаем и ориентируясь на интенсивность, потому что может быть сначала такая дорога, потом очень много камней, и показатель пейса просто не столь показателен во время тренировок для трейл-раннера. Да, сегодня у меня тренировка будет с палочками. Это, конечно, тоже Как у него. редкий случай. Но в этом сезоне готовлюсь к ТДС. Как раз там придется с ними бежать. Очень много работать, потому что гонка очень горная. Я 2 раза уже ее бежал, и там без палочек будет совсем сложно. А вообще мы сейчас такие достаточно подуставшие, и морально хочется отдохнуть. Только-только провели тренировочный лагерь. Да, на самом деле все прошло по плану, и это самое главное. Никто не травмировался, и мы насладились, если честно, со всеми этими прекрасными тропами. Да и вообще время пролетело очень быстро. Да. Смотрите, какая здесь красота. В Турции вообще, конечно, очень своеобразно развит пешеходный туризм. Есть крутейший маршрут, Ликийская тропа. И вот как раз сегодня тренировка у нас по одному из кусочков этой тропы. А всего вся Ликийка больше 300 километров. Представьте, все это размечено. Да, это очень здорово, когда есть такая возможность разнообразия троп, и что они все размечены. И вот наша развилочка нам сегодня вот туда. Саргандир. Да. Ну все, аккуратнее тогда запускаем. Да. Смотри, 140-150, не выше, спокойненько, а с палочками работай. Ага. Спуски мягенько. Сюда, да? Удачи. Здесь очень много обычно таких ручейков. В марте, наверное, идеальное время, когда воды не так много и всегда можно их перебежать. Декабрь, январь, постоянные броды, и вода еще прохладная. Ну, она и сейчас прохладная, но на улице тепло уже. Вообще мы открыли март в Турции для себя как идеальное время для тренировок. Прям уже можно все время в шортиках, в маечке, мало дождей. Вот такая красивая тропиночка, все время вверх, в одну сторону 18 километров, с набором высоты 1800 метров. Конечно, для трейл-раннера в марте без снега бегать по таким тропкам — это идеальная подготовка, потому что именно зимой сложно найти место, где будет комфортно готовиться к сезону, потому что все равно еще во многих местах лежит снег. Турция же является одним из лучших, наверное, мест по климату и по разнообразию, что самое главное, потому что часто при объемных тренировках устаешь эмоционально, ЦНС перестает выдерживать. А здесь смена грунта, есть различные, опять же, там тропки техничные, нетехничные, что позволяет готовиться достаточно качественно. Самое важное — всегда работать, полагаясь
на пульс, потому что постоянно, вот смотрите, например, камешки, была обычная тропинка, я бежал, а здесь я перешел на шаг, и пульс у меня вообще не упал. То есть энергообеспечение у меня в той же зоне находится, хотя я вроде бы иду пешком. Вот видите, чем круто. Вот крестик, туда бежать нельзя. Вот отметочка, бежим сюда. Вот эта разметка позволяет тренироваться замечательно по любой тропе, даже если ты не знаешь местность. В России, например, с этим сложно. Это один из самых частых вопросов, которые я получаю: где вы тренируетесь, куда бежать. Здесь же все намного проще. Есть разметочка, вышел, указатель и побежал. Я думаю, ни для кого не секрет, что длительный бег является одним из основных средств подготовки марафонца и ультрамарафонца. И у всех, кто готовится к подобным гонкам, всегда самый главный вопрос: сколько же бегать? Какой длины должны быть тренировки? Как часто? И здесь большинство приходит к такому выводу, что чем больше, тем лучше. Но далеко не все так просто. Вы всегда должны понимать, что тренироваться и просто бегать — это разные вещи. Если мы будем часто выполнять однотипную нагрузку, организм будет просто плохо реагировать на нее, мы будем постоянно разрушать, но не успевать строить. Поэтому важно здесь для себя найти золотую середину. Я считаю, что пиковый максимальный объем даже для профессионального трейл-раннера, если он использует разные средства подготовки, это велосипед, бег, лыжи, должен достигать не больше 30 часов. А средний же объем 15-20 часов. Если посмотреть на подготовку лучших трейл-раннеров, все примерно так и происходит. Я же тренируюсь в пиковые недели до 25 часов, а постепенно с каждым годом повышаю, потому что пока мой организм больше не готов. Что касается длительного бега, вот сегодня у меня одна из таких тренировок, и многие могут заметить, что бегу я по техничной тропе, а не по ровной дорожечке. К чему я это говорю? Что длительный бег нужно разделять для трейл-раннера. Первое: длительная тренировка, только функциональная выносливость. Это значит, что тренировка выполняется без элемента силовой выносливости. У вас идет только функциональный рост. Второе: длительная тренировка с элементом силовой выносливости. Это могут быть лыжи, велосипед, либо длительная тренировка по не очень пересеченному грунту, а вы, например, готовитесь к техничной гонке по пересеченному. И длительная тренировка специальная выносливость. Это где сочетание уже всех видов. Это функциональная выносливость, плюс силовой элемент, где есть достаточно много нагрузки силовой выносливости, и специальная. То есть есть камешки, неровности, то же самое, что практически у вас будет на гонке. В идеале все три вида нужно сочетать, но у каждого из нас есть дисбаланс. Если, например, у вас дисбаланс и проседает силовая выносливость, то, конечно же, акцент вы должны делать на тренировке, где будет достаточно пересеченная местность. Количество тренировок. Вот это, наверное, самый обсуждаемый вопрос. Если брать недельный цикл, то оптимально все-таки делать 2. Я, например, редко больше 2 делаю. Ну и продолжительность. Здесь, конечно, мнения расходятся. И многие, прежде чем пробежать 100 миль, предпочитают там чуть ли не тоже 100 миль сбегать в качестве подготовки. Я же, например, если мы рассматриваем обычную тренировку, обычно делаю 3-4 часа, не больше. Потому что у каждой тренировки есть цель. Как я сказал, про
количество тренировок. Если мы будем их увеличивать, нам не будет хватать других средств подготовки, и подготовка будет не столь успешной. Так вот, если мы уходим на длительную тренировку, одна из основных целей у нас это повышение вклада жиров относительно углеводов. Что это значит? Наш организм так устроен, что он использует, если мы идем медленно, в качестве источника энергии жиры. У нас их очень много, и мы можем долго-долго идти, не питаясь только, например, там, пить немного воды. Но как только интенсивность возрастает, организм начинает использовать преимущественно углеводы. А углеводов у нас количество ограничено. У нас они запасаются в мышцах, печени. Ну, как бы мы ни тренировались, и какие большие мышцы не были, все равно это ограниченное количество. Так вот, наша задача сделать так, чтобы организм начал при нашей интенсивности определенной, которую нам нужно держать на гонке, чтобы реализовать свою форму, использовать чуть больше жиров относительно углеводов. Вот сегодня, например, у меня именно такая тренировка. Она ровно 3 часа. И основная цель – повышение вклада жиров относительно углеводов в энергообеспечение. Я ее бегу без воды и без еды. Для многих может показаться, что за странность. Давно уже все тренируются с едой, с водой, это не работает. Да, все верно. Я всем рекомендую тренироваться с водой. Но иногда тренировки без еды для трейлранера полезны, потому что, в отличие от велоспорта, мы очень часто попадаем в промежуток, где нет пункта питания. И с собой у нас тоже не хватает энергии. И вот этот долг как раз и достаточно тяжело перенести. Поэтому тренировки без углеводов, если у вас нет сильного разрушения мышц и не падает интенсивность во время тренировки, иногда полезны. Я использую, наверное, практически в 99% случаев такие тренировки, но зато могу решать тренировочные задачи, делая длительные всего там 3-4 часа. И только второстепенные соревнования, используя длительные уже для мышечной адаптации. Об этом чуть позже расскажу. Очень красивая тропа. И самое интересное, что я первый раз на ней. Смотрите, какая красота. Ну, конечно, много мусора. Эти люди ставят палатки. Конечно, люди свиньи по-другому никак не назвать. Очень обидно, что, используя всю эту красоту, наслаждаясь ей, сложно с собой свой огромный рюкзак положить свой грязный пакетик. Это, конечно, полное свинство. Так вот, относительно интенсивности. Для большинства, в принципе, особенно у кого недостаточно мышечной адаптации, обязательно нужно сначала гулять, начинать в горах. Потому что пульсовые зоны для велосипеда, для бега по ровному, для бега по горам у нас будут немножко различаться, пока нет мышечной адаптации. В процессе, когда эта адаптация происходит, уже организм будет более-менее все приравнивать, и уже, например, бег по горам у многих и бег по ровному, пульсовые зоны сойдутся. Тогда будет проще. А вначале старайтесь просто гулять, выполняя там более легкие тренировки в первой, начале второй зоне интенсивности. Особенно если тренировка больше 2 часов. Я, например, вообще только включение делаю в 3-й зоне, а для длительного бега всегда использую первую и начало 2-й зоны. Это помогает делать больше объема, и он, в принципе, достаточно качественный, потому что механика бега по горам сохраняется, что самое важное, и основные задачи решаются. Если же у вас нет возможности тренироваться в горах, используйте велосипед с более низким каденсом. Многие скажут, а как же колени, низкий каденс? Каденс влияет на четырехглавые, и натягивается немножко, четырехглавая становится шире, натягивается коленный сустав, и остается нагрузка дополнительная. Но если растягивать четырехглавую, проблем этих не будет. Так вот, велосипед, эллипс, беговая дорожка в уклон
можно смело делать часть того. И уже непосредственно перед гонкой за недельки 3 съездить куда-нибудь, пробежать пару тренировок по подобной местности, потом отдохнуть и выйти на старт. Это тоже неплохой вариант. Конечно, всегда идеально тренироваться прямо вот в условиях, как будет гонка, но далеко не у всех такая возможность есть. Самое главное, не жадничать, не торопиться, делать все размеренно и в удовольствие. Меня вокруг скалки уже начинают окружать. Такое ощущение, как будто я в доломитах где-то нахожусь. Красота, конечно. И вот когда вот такая тропиночка, бревнушки разные. Раз, два, елочки. Пейзажи вот так меняются. Время пролетает просто незаметно. Вот у меня уже 1,5 часа пролетело. Смотрите, как безумно красиво. Просто невероятно красиво. Особенно, когда вокруг окружают такие облака, это вообще, конечно... Не знаю, как у вас. Для меня, вот правда, каждая тренировка в трейле, для Кати также. Даже по одной и той же тропе бегаешь, ты настолько наслаждаешься всем этим процессом, ты чувствуешь себя по-настоящему счастливым. Это очень красиво, и природа дарит незабываемые эмоции. У меня уже 1,5 часика. Начался такой резкий подъемчик. Видите, крестик. Туда нельзя, нам туда. Вокруг, конечно, красота. Самое интересное, что на этой тропе, я говорю, первый раз. До этого всегда здесь были полные ручьи. Когда мы здесь были в мае или в декабре. И почему-то всегда бегали налево. Оказывается, здесь тоже такая красота. И вот смотрите, со стороны может показаться, что я совсем медленно в горку иду, а у меня пульс 131. Это значит, я в середине второй зоны. А так, большая часть тренировки 120-125. Конец первой зоны. Только начинает тренироваться в горах, очень тяжело себя переучить и осознать, что ходьба в горах на тренировке – это необходимый элемент, во-первых, тренировки. И во-вторых, нужно всегда понимать, что на гонке-то нам придется очень много ходить. Если мы выбрали гонку по очень пересеченной местности, это, во-первых, эффективней, когда мы будем часть идти, часть трусить, задействуя разные мышцы. Во-вторых, вам просто придется в какой-то момент, когда настанет очень крутой уклон, пойти шагом. А здесь задействуют другие мышцы. Если вы не будете ходить, опять же, мышечная адаптация у вас будет не столь на высоком уровне. И у вас просто будет больше энергозатрат от того, что вы бежите, а там такой грунт, такой уклон, что выгоднее идти. Поэтому не стесняйтесь. Вот видите, я иду на тренировки. Нужно ходить.
бежать кусочки. Самое главное для трейл-раннера — это пульс. Конечно, пульсовые зоны тоже плюс-минус у нас двигаются в зависимости от гликогенного статуса мышц, в целом от формы. Но также предыдущая нагрузка может влиять. Например, у меня в статусе подводки по НОС 158, а вот в статусе тренировочной загрузки 145-150. Поэтому здесь тоже нужно знать свой организм. И обязательно, если есть такая возможность, делать тесты. Я, например, делаю как газоанализ, так и просто у меня есть лактометр. И вот, например, чтобы понять, что я работаю в первой зоне интенсивности или во второй, я просто делаю тесты лактат. Сам лактометр, кстати, стоит недорого, как часы хорошие примерно. Но тест-полоски постоянно нужны. И они тоже стоят денег. Там 300-500 рублей одна. У меня большая часть тренировок, если брать лактат, это до 1,5 моль. Я продолжаю брести шагом в гору. Пульс совсем не позволяет бежать. Уклончик хороший, плюс камешки. Начинаю вываливаться за 130. Скоро подъемчик закончится. У меня уже 1:40. 20-30 минут еще можно в одну сторону. Хотя такая тропа, что хочется нарушить правила тренировки и сделать больше. Но здесь нужно всегда на чашу весов ставить, что важнее: подготовка, либо просто наслаждение процессом тренировки. У меня все-таки в этом году одна из главных целей вообще в моей спортивной карьере — UTMB. И мне нельзя таким соблазнам поддаваться. Нужно все делать четко. У меня уже почти 2 часика. Такое ощущение, что в парке юрского периода. Туман, елки, мистическая обстановка. Обычно спустя ровно вот 2 часа хочется немножко уже кушать, пить. Но сегодня как-то свежо себя чувствую. Может быть, то, что прохладно. Крестик. Немножко элементы скалолазания уже. Ага. Опять я немножко не туда. Очень люблю тренировки, когда вот такие камешки, корни. Очень разнообразит тренировку сразу. Какая красота. Фу, вообще кайф. Друзья, также еще всегда, когда вы находитесь в неизвестном месте, старайтесь закачивать трек. Часы очень легко создать на различных сервисах трек, где видны тропинки. Я, например, пользуюсь сервисом на карте. Так прямо наберите в поисковике на карте. Отличная штука, там можно выбрать любую там основу и нарисовать трек, скачать его и загрузить в свои часики. Я в своей Азум Т9 пользуюсь часами. Всегда загружаю очень быстро. Запросто это все, никаких сложностей не возникает. И бежишь спокойненько. И тогда уже
не будешь отвлекаться на различные развилочки, и будет легче достигнуть той точки, куда вы планируете. Мне уже скоро разворачиваться назад. Состояние хорошее. Как может быть по-другому, когда такие пейзажи вокруг? Конечно, классно. Вообще, если говорить о моем недельном цикле подготовки, я уже сказал, что 2-3 раза в неделю у меня длительные, чаще всего 2. Но опять же, в зависимости от периода подготовки, это меняется. Например, на предсоревновательном, когда остается уже по-разному, там от 40 до 20 дней до гонки, я делаю всего одну длительную, начинаю уже разбегаться, и вторую длительную заменяю длинными интервалами в третьей зоне. Это помогает лучше набрать форму, потому что в целом уже при подводке идет снижение объема. Блин, как же красиво здесь. Очень классно. Самое главное, такая тропиночка, что даже дождик будет, если будет не грязно. Красота. У меня всегда мысли, что никто, наверное, как мы с Катей, не наслаждается всей этой природой. Наверное, каждый из вас те же эмоции испытывает. Но я вот даже в Геленджике, я говорю, каждый вечер выбегаю там и утром на тренировку, смотрю на это все и прибегаю с какими-то новыми эмоциями. Я не знаю, я бегал по шоссе какое-то время, но тяжело поймать эти эмоции. Да, есть драйв от спорта, все это круто, но вот этой вот атмосферы, гор, леса, не знаю. Поэтому я всегда говорю, стоит только однажды попробовать трейл, и уже сложно будет закончить с этим увлечением. Вообще спорт делает жизнь любого человека намного интересней. Неважно, чем вы занимались. Конечно, каждому свое по душе, но главное, чтобы что-то такое было, что делает нас счастливее. У меня обычно самая длительная тренировка, если нет гонок второстепенных, всегда там за 40 дней, потом чуть покороче, более интенсивная за 21, а последняя длительная, не скажу когда. Вот водичка. Здесь в Турции, кстати, очень круто. Очень много мест, троп, где всегда есть водичка и можно попить. Ну, я как сказал, что я очень редко пью, но для большинства это прям огромный плюс. Что многие из ручьев боятся пить, а здесь прям всегда хорошая вода. И даже по шоссе там бежишь, и то везде колонки стоят. Конечно, это огромное преимущество для тренировок. Я куда-то, походу, на перевальчик уже почти выбежал. Смотрите, какие облака, очень красиво. Еще, если поговорить об ошибках, которые многие допускают во время длительных там тренировок и вообще в процессе, наверное, подготовки, это когда нам кажется, что мы себя отлично чувствуем, у нас свежие мышцы, и мы приезжаем в горы и дорываемся, как называется. Дорвались до троп и начали бежать. А мне же хорошо, я себя хорошо чувствую. Но все это обманчиво, друзья. Это у меня почти 2 часика. Куда-то я здесь выбежал. И вот туда Гайнюк, туда тропинка дальше пошла. А туда вот на красивую вышку, которую видно с каждого пляжа. Но мне нужно сегодня всего 3-3,5, поэтому я спущусь вниз. Потому что домой еще, скорее всего, без такси буду добегать. В общем, посмотрим. Хотя еще минуток 5, наверное, можно в горку, а потом домой. Думаю, за часик я должен спуститься. Здесь все прямо в дорогах уже. Красота. Красота. Хэштег
к длительным горам. Здесь такие елки своеобразные. Очень красиво. Вот этот мох, или как это назвать. Вообще лес классный. Тропинка параллельно идет. Наверное, сюда на машине можно заехать, раз дорога есть. Ох, как там красиво. Облака висят. Друзья, 2 часа 10 минут я добежал в одну сторону. Время бежать назад. Вот так я убираю обычно палочки. Очень удобно для тренировок на соревнованиях. Вот это, я думаю, слышите, как они бренчат. Немножко меня мешает звук, поэтому там я их убираю в рюкзаке. Ну а для тренировок, чтобы не брать с собой рюкзачок, потому что не люблю бегать с рюкзаком. Не верю, что очень важна эта адаптация тренировок с рюкзаком, поэтому всегда бегаю налегке. Мне это нравится. Так вот, палочки на спуске убрал и спокойненько с горочки, думаю, за часик спущусь. Если правильно бежать спуск, то в принципе на большинстве тренировок пульс что в гору, что с горы, да и то же самое на соревнованиях должен оставаться практически такой же. То есть вся тренировка ровно в целевой зоне должна проходить. В горку у меня средний вышел 125. То есть если взять, то есть прям концовочка первой зоны, конечно, я часто во вторую залазил. Да, вообще приходилось много пешком идти. Бывает, я еще на длительных... Я редко с горы быстро бегаю на тренировках, но на длительных бывает вместо силовой, когда нет тренажерного зала, перед интервальной интенсивной я включаю короткие ускорения. Раньше я как-то не использовал, тренировался с Луис Альберто на Фуэртевентура и подсмотрел у него такой элемент тренировки. Попробовал, немножко разобрался и понял, что достаточно эффективно можно использовать именно такие 3-2 минутки на максимум с горы. Правда, один раз на инфините побежал с ним такую интервальную, и у меня там проблема с коленом была, но очень уж хотелось с ним потренироваться. Я еще тогда, ну, как бы, не скажем, что начинал, но все равно для меня тренировка с Луис Альберто и сейчас-то такая очень большой опыт и честь. Но тогда это еще больше было, потому что не так мы были, часто встречались, виделись, не так знакомы. И вот я побежал, и у меня вообще колено так заклинило. Хоть вертолет с горы вызывай. Сегодня даже ветровку не пришлось одеть на тренировке. Наверху хоть и прохладно, но такая приятная прохлада. Я всегда на любую длительную беру с собой ветровку, потому что это горы, погода меняется моментально быстро. Бывали случаи, когда летом выбегаешь, тепло, хорошо, в футболке, в шортиках, а наверху пошел снег, началась метель, и очень легко можно заболеть. Особенно потому, что иммунитет во время, когда мы много тренируемся, всегда ослаблен. Сейчас нужно на спуске поторопиться, чтобы меня Катя не ждала. Кика популярна у туристов, постоянно здесь можно кого-то встретить. Я думаю, многие
Недавно и у Дудя с Птушкиным видели выпуск, как они гуляли здесь, немножко в другом месте, но везде есть потрясающе красиво. На таких участках многим может показаться, что совсем медленно. Но вот как раз на таких-то участках тяжело пульс держать в нужной границе. Вылетает моментально. Красота. Кайф. А на таких тренировках тяжело бежать по времени. Хочется бежать и бежать. А нужно назад. Большая часть тренировки уже позади. Половина спуска. Состояние отличное, удивительно. Во время лагеря, кажется, так накопилась усталость, но больше, наверное, такая эмоциональная, хотя и тренировался-то не особо интенсивно, но все равно сил много забирает. И буквально вот вчера хорошая силовая все решила. Можно было просто отдохнуть, но качественнее было сделать просто силовую и спокойненько побегать. И вот сегодня бежится вообще отлично. Уже 2:40. А в принципе ни пить, ни кушать даже не хочется. У меня села нормальная камера, поэтому все, наверное, трясется. И смотреть не так приятно, но ролик хочется доделать. На спусках самое главное на любой тренировке постоянно что-то отрабатывать, держать в голове технические моменты, потому что даже мы, насколько вроде бы неплохо там с Катей бегаем спуски, все забывается. Бывает, бежишь, втыкаешься, усталость. И вот на фоне усталости все нужно вспоминать, стараться расслабляться, экономить энергию. Тогда тренировка пролетает еще быстрее и проходит эффективнее. У меня уже почти 3 часа. Не так быстро бежится спуск, за счет того, что много камешков. Еще пару раз залез на интересные скалки, отклонился от тропы. Конечно, если побежите по этой тропинке и тренировку вдруг окажетесь в этом районе, обязательно добегайте до конца, потому что начало тропинки не очень приятное, много камешков. Местами вот так вот кустики, прогинаться приходится. Но вверху безумно красиво. Оно того стоит. Даже просто прогуляться. Чистый кайф. Ну что ж, уже 3 часика пролетели, к завершению идет тренировка. И вот только сейчас почувствовалась мышечная усталость. Напрыгался по камешкам, по вот такой технической тропиночке. Опять же, если применять углеводы, то это будет не так выражено. Потому что в целом вообще мышечное разрушение на тренировках или на соревнованиях намного ниже, если мы правильно питаемся, достаточное количество углеводов,
А сейчас новые исследования вообще есть, что до 120 грамм уже углеводов в час организм способен усвоить. И если готов наш желудок, всегда считалось 90 грамм. Но об этом не в этом рассказе. Сегодня все-таки про длительный бег. Мы будем продолжать снимать видео о своих тренировках. А я побежал дальше. Еще, думаю, минуток 15. И где-то 3:20 у меня получится длительная. Это 3 часа 15 минут. Но где-то почти я подбегаю. Наверное, там Катя ругается на меня. Потому что я немножко не рассчитал со спуском. Походу было очень много красивых мест, куда еще хотела отбежать в сторону. И вот сначала на одну скалку залез. Потом, пока спустился с другой стороны, оказалось там опасно. Потом еще на одну залез. Посмотреть, есть там тропа или нет на будущее. И потерял минут, наверное, 20. Вот такие вот речечки. И сейчас они такие пустые, а бывает здесь воды просто не перейти. Я знаю, что многие любители километров меня не простят, если я не скажу, сколько километров пробежал, потому что я говорю все время по времени 2-3 часа. Потому что для меня это всегда главный показатель, но все же 26 700 сейчас у меня и 1720 набор высоты. И я думаю, где-то еще 10 километров всего осталось. В целом, немного подводя итоги тренировки, хорошо себя чувствую. Время пролетает, как всегда, незаметно, когда вокруг такие тропки. В общем, конечно, Турция затягивает и не хочется уезжать, когда прекрасная вкусная еда, хороший сервис и такие тропы. Наверное, идеальный симбиоз для тренировок. Но дома у нас тоже не сильно хуже. Геленджик тоже прекрасен. И при Эльбрусе скоро сойдет снег, красивые тропы. Вообще самое главное разнообразие. Стараться почаще менять места тренировок. Я думаю, даже тренируясь в одном парке, бегая в разные стороны, это уже разнообразие. Поэтому важно играть со своей нервной системой, обманывать. И тогда будет легче переносить нагрузку, тренироваться, вообще прогрессировать. Вот и все, ровно 3 часа 20 минут. Любимая меня, наверное, уже плохим словом вспоминает. Ты давно? Часа 2 назад побежала. Не, ну я не 5 часов бегал, честно.